Что такое время и почему оно течет из прошлого в будущее? Каждый человек хоть раз в жизни задавался этим вопросом. Но что если время неподвижно, и на самом деле эта материя движется через него, так же, как и через пространство? Если это так, то почему это движение всегда происходит только в одном направлении? Наука определяет время как четвертое измерение пространственно-временного континуума. С этой точки зрения свойства каждого из измерений равны. В любом из них материя, в том числе и мы как существа, состоящие из нее, можем перемещаться как в одну, так и в другую стороны, за исключением времени. Но так ли это на самом деле? Давайте взглянем на эту видеозапись. Сейчас она движется в привычном для нас направлении. Сознание каждого человека, запечатленного на этой пленке, воспринимает течение времени так же, как и мы, из прошлого в будущее. Но что случится с восприятием этих людей, когда мы поставим пленку на паузу, то есть остановим их во времени? В это замершее мгновение, в их восприятии, ничего не изменилось. Они все так же уверены в том, что двигаются вперед во времени. А сейчас запустим пленку в противоположном направлении. Теперь для нас очевидно, что эти люди двигаются обратно во времени, но их сознание не воспринимает это изменение, и людям на пленке все равно кажется, что они двигаются из прошлого в будущее. Но с нашей точки зрения, с точки зрения наблюдателя из другой системы координат, то, что им кажется будущим, является их прошлым, а то, что они воспринимают как прошлое, является их будущим. Из этого можно сделать вывод, что наше личное ощущение не отражает реального направления, в котором мы движемся сквозь время. То, что нам кажется непрерывным движением в одну сторону, на самом деле может быть совершенно произвольным движением, просто мы не способны воспринять эти изменения. Мало этого, люди на пленке не просто движутся обратно во времени. С нашей точки зрения, они практически идеально прогнозируют будущее, зная его настолько же хорошо, насколько хорошо мы знаем свое прошлое. На самом деле, с точки зрения квантовой механики, на микроуровне между прошлым и будущим нет абсолютно никакой разницы. Свойства материи не зависят от направления движения во времени, точно так же, как нет разницы между направлением движения в других измерениях пространственно-временного континуума. Более того, в реальности не существует ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее. И в данном случае представление о том, что было в прошлом, и о том, что может быть в будущем, существует лишь в нашем сознании. Наш мозг делает выводы о том, что происходило или произойдет, исходя из своего текущего состояния, то есть из того, какую форму и структуру он имеет в данный конкретный момент времени. Но если физические свойства материи не зависят от направления времени, то с точки зрения аналитических или вычислительных мощностей требуется равное их количество, как в случае прогнозирования прошлого, так и прогнозирования будущего. Более того, в таком случае ничего не мешает делать это с равным успехом и для прошлого, и для будущего. Но почему же тогда мы так точно прогнозируем свое прошлое и так плохо справляемся с будущим? Для этого должна быть очень веская причина. И она есть. Если на микроуровне направление времени симметрично, то на макроуровне, на котором существуют наши тела, направления времени имеют фундаментальное различие. И определяется оно равновесием внутри нашей Вселенной, или по-научному – энтропией. Взглянем на стакан с жидкостью. Изначально молекулы воды внутри распределены равномерно. Такая система находится в равновесии, и в этом состоянии с ней практически ничего не происходит. Но если добавить в систему кристаллы соли, то в ней появятся места, где молекул соли больше, а молекул воды меньше, то есть равновесие внутри стакана будет нарушено. С этого момента система начнет восстанавливать равновесие. Молекулы соли и воды будут стремиться в области, где их меньше, и этот процесс будет длиться до тех пор,
пока в стакане снова не наступит состояние равновесия, где молекулы воды и соли будут в равной степени распределены внутри него. То же самое справедливо для всего в нашей Вселенной. Двигаясь из прошлого в будущее, уровень равновесия в ней возрастает, а в обратном направлении уменьшается. Физики называют стремление Вселенной к равновесию, или иначе говоря, к повышению энтропии, стрелой времени. Именно это свойство проводит фундаментальное отличие между направлениями движения во времени в макромире. Если это единственное отличие, то именно оно и должно быть причиной, по которой мы видим время как течение из прошлого в будущее, а не наоборот. Возрастание равновесия в системе влечет за собой еще одно следствие – сложность системы уменьшается. То есть, если после добавления соли в стакане присутствовали различные по форме кристаллы и различные по плотности места, для описания которых потребовалось бы много информации, то с течением времени таких структур становилось меньше, пока все содержимое стакана не превратилось в однородный раствор, свойства и структуру которого можно очень точно описать несколькими словами. То же самое происходит со Вселенной. При движении из прошлого в будущее, от неравновесного состояния к равновесному, сложность Вселенной уменьшается. Но это свойство стрелы времени вступает в конфронтацию со свойствами живой материи. Двигаясь из прошлого в будущее, живая материя стремится не просто сохранить свою сложность, но и приумножить ее объем во Вселенной за счет размножения. То есть, свойства живой материи противоположны свойствам стрелы времени. Одним из явлений, в котором проявляет себя стрела времени, является конкуренция в живой природе. Конкурируя за ресурсы в борьбе за выживание, одни организмы уничтожают другие, тем самым повышая энтропию Вселенной. На Земле, где условия окружающей среды большую часть времени благоприятны для живой материи, конкуренция стала главным фактором давления стрелы времени. Таким образом, Вселенная использует крайне сложные стратегии одних живых организмов для уничтожения других, тем самым сокращая общий объем живой материи и делая ее влияние на движение в сторону равновесия незначительным. Побочным эффектом конкуренции является тот факт, что выжившая часть живой материи вынуждена становиться сложнее. Для выживания ей нужно противостоять комплексным стратегиям конкурентов. Это требует сложного поведения, а сложное поведение требует сложной структуры. Вследствие этого, побеждающие в конкуренции представители живой природы ускорились в своем усложнении, многократно обогнав естественный ход событий, при котором им бы противостояла лишь неживая природа. В таких условиях сохранение тенденции к усложнению при движении в будущее встречает все большее сопротивление, так как конкурируют и без того невероятно сложные системы. Для сохранения и приумножения своей сложности в таких условиях требуется сочетание множества маловероятных обстоятельств, случайное стечение которых практически невозможно. Следовательно, живым организмам необходимы инструменты влияния и реагирования на окружающую среду. При этом случайный ход событий не способен сделать современные организмы сложнее. А значит, стремление живой материи к упрощению при движении в прошлое не встречает сопротивления даже при случайном ходе событий. Поэтому для живой материи способность изменять события в будущем
делая их не случайными, а благоприятными для усложнения, гораздо важнее способности влиять на прошлое. Нервная система – это инструмент принятия решений, позволяющий ее владельцу влиять на события. Перед принятием решения в настоящем нервная система должна получить информацию как о прошлом, так и о будущем. Если у нервной системы нет информации о прошлом, то даже идеальное знание будущего не дает возможности принять рациональное решение в настоящем, так как для такой нервной системы любое знание является набором неинтерпретируемых образов, в то время как отсутствие информации о будущем, даже при отличном знании прошлого, делает любое решение в настоящем не более полезным, чем случайное. Те же правила работают и при движении в прошлое. Исходя из того, что для живой материи способность влиять на будущее гораздо важнее способности влиять на прошлое, логично предположить, что в эволюционной перспективе должны побеждать нервные системы, лучше прогнозирующие будущее, чем прошлое. Но почему же в реальности все наоборот? Нервные системы животных, в том числе и наша, отлично справляются с просчитыванием прошлого и крайне плохо справляются с будущим. Ответ заключается в озвученном ранее стремлении живой материи к упрощению при движении в прошлое. Для того, чтобы иметь возможность что-то прогнозировать, надо сохранить определенный объем информации для анализа. При движении из прошлого в будущее нервная система человека анализирует окружающую действительность и сохраняет полученный опыт в форме новых нейронных связей, тем самым становясь сложнее. Это не противоречит тенденции живой материи к усложнению при движении в будущее. Так как в реальности не существует ни прошлого, ни будущего, для принятия осознанного решения мозг должен их спрогнозировать. Первым действием он, основываясь на форме нейронных связей и текущем состоянии реальности, прогнозирует прошлое, а потом интерполирует полученную информацию и на ее основе прогнозирует будущее. Таким образом, мозг получает данные для принятия решения. Такая модель нервной системы работает. Однако с точки зрения эффективности, она гораздо слабее, чем модель, в которой нервная система не интерполировала бы прошлое в попытке предсказать будущее, а изначально имела такую структуру, которая также хорошо прогнозировала бы будущее, как и прошлое. Но формирование такой нервной системы сталкивается с непреодолимым препятствием. При движении из будущего в прошлое живая материя стремится к упрощению, но чтобы сохранить информацию для последующего анализа, система должна усложняться. Из-за этого фундаментального противоречия накопление опыта становится невозможным. А раз невозможно накопить опыт, то и невозможно на его основе
прогнозировать события. Время – это одно из 4 измерений, в котором живут наши тела. Его отличием от прочих измерений является то, что, двигаясь в будущее, Вселенная становится проще, а живая материя сложнее. Нервные системы животных эволюционировали как инструмент принятия решений, влияющих на будущее, потому что живой материи сложнее сопротивляться стреле времени в этом направлении, чем в направлении прошлого. Наша нервная система первым действием прогнозирует прошлое, вторым, используя полученную информацию, прогнозирует будущее. А третьим, имея информацию о прошлом и будущем, принимает решения. Именно потому, что прогнозированию будущего всегда предшествует прогнозирование прошлого, мы воспринимаем время как движение из прошлого в будущее. Но то, что мы воспринимаем время таким образом, не является доказательством того, что в реальности мы и вся Вселенная движемся только в этом направлении. На самом деле, это движение может быть абсолютно произвольным. Но мы не можем почувствовать изменений, точно так же, как люди на видео не чувствуют, в каком направлении прокручивается пленка. Восприятие, в том числе и наше, это просто инструмент, благодаря которому одни живые организмы приобрели преимущество перед другими. Этот инструмент не обязан быть точным отражением действительности. Он просто должен работать лучше, чем у конкурентов, помогая живой материи в бесконечном противостоянии энтропии и стреле времени.